Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Сегодня я приехал в Москву на ВДНХ, направляюсь в 55-й павильон, в котором проходит ежегодная выставка «Дача, сад, ландшафт, малая механизация». Посмотрим, погуляем по ВДНХ. Думаю, что будет интересно. Посмотрим, какие новинки растений представлены на выставке в этом году. Добрался я до самой выставки. Сегодня на улице погода дождливая, а здесь тепло, уютно и сухо. Ну что ж, погуляем, посмотрим, что сегодня и в этом году представлено на выставке. Друзья, пришел Андрей, питомник Гортензии РФ, и сейчас нам расскажет о новинках этого сезона. Всем очень интересно. Гортензии сейчас пользуются очень высокой популярностью у цветоводов, садоводов, огородников. Ну и послушаем мнение профессионала по поводу выращивания гортензий. Ну, хочется сказать, познакомить людей с двумя новинками, хотя новинок в этом сезоне действительно очень много. И от Жана Рено, французского селекционера, и от Алекса Шумейкера. Конечно же, от нашего любимого селекционера Гуи де Рувейта, с которым мы уже знакомы, общаемся. Это голландский селекционер. Если кто не знает, напомню, такие сорта гортензий, как Skyfall Фрейни, Геркулес, Мохито, Гравити. Вот, это все его сорта. И вот на рынок в этом году выходят две очень интересные новинки. Одна из них многие уже слышали, многие неоднократно уже, может быть, видели видео. Вот они, две новинки. Один из них — это сорт Bonfire, переводится как огонь, пламя, за счет зеленого такого центра внутри и очень крупного ярко-красного цветка с очень большими соцветиями по размеру, могут достигать, как у гортензии Геркулес. Хотя высота растения не очень большая, всего лишь 120 на 120 сантиметров, то есть 1,20 на 1,20 м. Шапки очень крупные, могут достигать в длину до 40 сантиметров. То есть я считаю, что это достаточно крупный размер соцветий при таком размере куста. Вот. И давайте, наверное, покажу визуально качество посадочного материала. То есть вот в таком вот он виде приходит. Это есть контейнеры, конечно, более мелкие, P9, но это максимальный его размер, это C2 литра. Вот такая этикетка, которую он нам прислал. Мы ее, конечно, распечатали за свой счет. Вот, не каждому мы ее даем, но для выставки мы ее распечатали. Так, в принципе, мы этикетки клеим на каждый сорт. Корневая система здесь шикарная, то есть можно посмотреть, полностью освоенный ком. То есть корневая система вот, полностью освоенная. То есть в этом году нужно будет посадить. Обязательно нужно будет обрезать растение. Конечно, на 2-3 почки она уже обрезана, но я бы советовал обрезать покороче, чтобы получить более красивый габит с куста. Главное, режьте, не жалейте, а то многие жалеют. Вот. И второй сорт, это сорт под названием Pixio. В чем его особенность? Многие этот сорт не понимают. Высота его 60 сантиметров, 60 в диаметре. Но у нее крестообразный цветок. Цветок в форме такого крестика. Почему название дано Pixio? То есть собираются за счет крестика вот эти цветы. Каждый лепесток — это кинжалик. Маленький небольшой кинжалик, нежно-розового цвета. Внутри вот такие тычиночки и пестики. То есть это полноценный цветок, который имеет еще и запах, аромат. Очень нежный переход. Посмотрите, как красиво смотрится сорт гортензии Pixio. Высота всего лишь 60 сантиметров, 60 в диаметре. Вот. И качество посадочного материала можно посмотреть наглядно. То есть вот такое вот разветвленное растение. Конечно, часть тонких веток можно убрать, оставить вот именно скелетные, более толстые. Тоже же вот мы распечатали такую этикетку, которую нам прислали. Вот, то есть габариты, размеры Pixio здесь написано. И с обратной стороны, ну здесь плохо сейчас видно, вот здесь лицензионный номер. У каждого сорта есть. Вот, но в принципе, если кому надо, мы всегда можем прислать по WhatsApp. Вот, и корневая система полностью освоена. То есть, видите, даже уже наблюдаются белые корешочки. То есть это говорит о том, что растение уже просыпается, начинает вегетировать, потому что оно постояло немножко в тепле на выставке. Да. Да. То есть вот такое растение, оно посаженное в этом году, уже даст цветоносы, в общем, будет уже цвести. Да, то есть это при уже... правильной обрезке, ну, соответственно, и при правильной посадке. Да.
Вот два таких сорта от Гуйдерувейта, но селекционер нас будет радовать новыми сортами. Он уже нам немного рассказал, немного поделился. Это древовидная гортензия под названием Вайнгум, винная жвачка, которую вы увидите в продаже уже в 2024 году. Ну и будет много новых сортов. А также, кстати, сорта новинки. Металлика осенью будет, уже наглядно будет продаваться, мы ее покажем обязательно. Татьяна Васильевна, директор питомника Лескова, уже про нее рассказывала, показывала. Все мы ее прекрасно вот, если знаем. кто не видел. Да. Вот. Да. И поэтому от Алекса Шумейкера тоже очень интересные сорта. И советую к ним тоже присмотреться. Но единственное, что сейчас тренд маленьких низкорослых сортов. Ждем высокорослые крупноцветковые сорта. Будем ждать пока. Но пока тренд за новинками именно в миниатюрном размере. Но бонфары, я считаю, что это такой тренд этого сезона. Ну да, ведь чем ниже растения, тем они не так сильно нуждаются в подвязках, да, в опорах, когда вот часто жалуются цветоводы, что на некоторых сортах большие соцветия после дождя просто падают, да, ну валятся, и требуются некоторые подпорки, поддержки для растений. Для определенных сортов, да. Ну, к примеру, такой, может быть, славой пользуется там Vanilla Fries. Vanilla Fries, да. Ну, к примеру, Limelight стоит прекрасно. Да, и держит форму очень хорошо. Практически все парки Москвы, везде сидит Limelight сорт. Да. Я считаю, многие спрашивают, что лучше взять на штамбе сформировать или чтобы посадить в живой изгороди. Я считаю, что Limelight это один из самых лучших сортов, конечно. Понятно. Ну, еще такой вопрос, не могу не задать. Андрей, скажите, пожалуйста, вот для вас выращивание гортензий, это больше хобби или это работа? Но вы знаете, изначально... Или и то, и другое, может быть? Наверное, все-таки это и то, и другое. Почему Ну да. хобби? Потому что меня эта культура очень заинтересовала достаточно давно. Вот. И интерес как бы к ней очень высокий. Просто как к цветку. То есть я любуюсь, наслаждаюсь им. Но я думаю, многие скажут об этом, что и хобби, и работа. Потому что у многих уже это и хобби, и работа, и у блогеров там то же самое, кто занимается выращиванием. Да. Гортензия, к ней нельзя остаться равнодушным, и нет людей, которые могли бы пройти мимо этого растения. Это то же самое, что лет 20 назад мы занимались рододендронами. Согласен с вами. Ну и, конечно, как говорят мудрецы, да, человек, который ходит все время на любимую работу, который для него хобби, он ни дня не работает, то есть считается счастливым. Да. На самом деле, то есть работа приносит... Когда все-таки это и хобби, и работа, да. это вот совокупность, это правильно. Да, да. И жизнь интереснее да. Как вот так вот. Да, спасибо большое. Друзья мои, запомните название «Питомник гортензий РФ». В описании под видео будет ссылочка на YouTube-канал Андрея. Розовое дерево, да. Мы постараемся в этом году. Я уже снимал ролики в прошлом году, мы к Вере Викторовне ездили, Луковой. В этом году посетим Татьяну Васильевну, питомник Лескова обязательно. Поснимаем новинки гортензий от Алекса Шумейкера вживую. Металлику снимем, тоже посмотрим, покажем. Ну и смотрите, у нее скоро выходит новый каталог по гортензиям. В этом году второе издание. Очень интересное. Если вдруг Татьяна Васильевна не приобретете, у нас этот каталог тоже в наличии будет. Да. Вот так. Да. Так что ждем от вас новинки, ждем от вас интересные видеоролики. Ну и, конечно, я лично от себя желаю вам процветания, успехов в работе, в вашем хобби. Спасибо. Вот, чтобы у вас всегда все получалось. Спасибо огромное. И вам спасибо. До встречи. Я смотрю, у вас тут препараты. У нас биопрепараты для органического земледелия. Препараты, которые позволяют восстановить почвенное плодородие, которые нацелены на обеспечение защиты от всевозможных болезней. Живое удобрение, которое включает в себя всевозможные бактерии, калий, фосфор мобилизирующие, азот фиксирующие бактерии, молочно-кислые бактерии, липосам биоприлипатель у нас, который идеально работает и удерживает средства защиты, средства для питания растений до 30 дней на растений, микоризообразующий препарат, препарат Микохелп, это наша профессиональная линейка, которая борется со всеми возможными корневыми гнилями. У нас новиночка, новая линейка, это полностью сбалансированное питание для различных культур, для овощных культур, для укоренения, комнатные декоративно-лиственные, цветущие, хвойные и плодово-ягодные культуры. То есть это препараты, которые включают в себя полностью сбалансированный, скажем, состав из макро-микроэлементов, аминокислоты, витамины роста и плюс ко всему полезные бактерии. Именно поэтому они уникальны, классные, вообще здорово работают. Но все российское производство наше, да, отечественное. Да. Вот это самое главное, это всегда очень приятно.
Экодачник. Экодачник. Спасибо. Вам спасибо. Итак, аминосил, витамины для растений. Дарья сейчас нам расскажет. Здрасте, Дарья. Расскажите, пожалуйста, что у вас за продукция? У нас 100% органические подкормки для растений. То есть это мы не называем это удобрением, мы называем именно это витаминами, потому что, по сути, они жизненно необходимы растениям. Из чего он состоит? В основе лежат более 40 видов различных аминокислот. Протеиногенные – это так называемые аминокислоты, которые растение может само вырабатывать, и свободные аминокислоты. Из аминокислот растение производит белок. Именно благодаря белку оно может стабильно расти, развиваться, и, в принципе, нормальный процесс вегетации проходит, который приводит к цветению, к образованию плодов или к повышенной декоративности. Это концентраты, они разводятся водой. Также в них содержатся макро- и микроэлементы, то есть азот, фосфор, калий в минимально необходимом количестве и микроэлементы. У нас есть еще интересный препарат, это паста. Паста, и там тоже действующее вещество, но дополнительно есть экстракт хлореллы и янтарная кислота. То есть янтарная кислота работает как стимулятор роста, мы знаем, а хлорелла – это источник дополнительных аминокислот и микроэлементов, которых нет у нас в составах. Плюс у пасты нет запаха, потому что если я вам сейчас дам понюхать, вы, наверное, немножко ужаснетесь, но 100% органика всегда должна так пахнуть, немножко кислотный, такой тухлый запашок. Даша, скажите, пожалуйста, это все отечественное российское производство? Это российское производство. Наш собственник продолжил путь своего отца. Отец стал заниматься органикой. Он занимался органикой для сельского хозяйства, а его собственник решил, что для рынка ЛПХ, для нас с вами тоже пора выдвигать органические эффективные продукты. Плюс в том, что это все производится в хелатной, легко усвояемой форме, то есть за 1-2 дня растение уже потребляет и применяет эту органику. Обычно мы привыкли, что органика – это пролонгированное действие, а здесь это моментальный эффект. Вот. Поэтому мы активно продвигаем тут и комнатные растения, и уличные культуры, и овощные, и цветочные. А какие аминокислоты входят в состав, подскажете? Слушайте, список аминокислот достаточно большой. То есть каждая аминокислота отвечает за что-то свое. Есть даже аминокислоты, которые, например, отвечают за фертильность пыльцы. То есть чем более фертильная пыльца, тем больше у нас появляется завязей из наших, например, цветов. Именно за счет этого повышается урожайность, например. Плюс, опять же, органика в том, что она не обедняет почву, а наоборот обогащает ее. И плоды, которые мы получаем, они становятся более полезными, обогащенными полезными элементами для человека. Спасибо, Даша. Спасибо. Очень интересно. Да. Действительно, очень интересные натуральные продукты. Аминосил. Амины для растений. Спасибо. Спасибо вам. Веселый табачист. Нет, Город Киров. полено и септик для деревенских. Так, я так понимаю, у вас продукция для прочистки, для чистки Дымоходов и средства для различных Септиков. видов туалетов. Да. Вижу. Вот То такие есть я даже две торговые пользовался. марки. Ага. Это «Веселый трубочист» и «Океан чистоты». Океан чистоты. «Океан чистоты», да, вот это тоже у нас «Океан То есть чистоты». это все ваше производство, российское, Да, российское все наше. производство. Город Киров, Вятка. Ага. Компания Запомните это «Виловер» название. в этом году представляет 2 линейки для садоводов, дачников, огородников. Это 2 торговых марки «Веселый трубочист», линейка средств для чистки дымоходов, порошковых, брикеты, полено, химических и механических. Это наборы для механической чистки дымоходов в виде ершей, тросиков, грузиков, гибкий подход, различные стержни, различные ерши для прочистки дымоходов сверху через трубу и снизу через подтопник. А также наша новая линейка, которая уже получила признание, это «Океан чистоты», торговая марка, средства для различных видов туалетов.
Это в первую очередь средства для деревенских туалетов, септиковый колец, биотуалетов верхний и нижний бачок и средства для очистки засоров на носу. Линейка очень обширная. В этом году еще мы представляем линейку различных сумок для переноски дров, банных сумок, то есть швейная линейка, которая отшивается в городе Кирове, Вятка. Российское производство, поддержите отечественного. Запомним это название. Да, и самое главное, название вашего интернет-сайта, вот, чтобы народ зашел в интернет и мог бы вас сразу там найти. Вот как он правильно называется? Здесь у нас все всегда прописано, vimover.info. Хороший сайт, отличный, все расписано, показано. Также наша продукция обширно представлена на крупнейших маркетплейсах России. Это Озон, Wildberries, Яндекс.Маркет, Сбермаркет. Да. Да, то есть все это можно купить, в общем-то, рядом с домом. Рядом с домом. Можно приобрести заказать. рядом с домом, Да. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. Это опалубка для грядочек, ограждения. Да. Пластиковая, соответственно, вот она. Да. Не подвержена ни гниению. И очень жесткий, мощный, да, не хороший прогибается, пластик. да? Имеет в составе УФ-стабилизатор, так называемый. То есть он чтобы солнцем не разрушался. Да, он на солнце не разрушается, не выцветает. Имеются разные цвета. Серый подешевле, коричневый и зеленый. Да. Случайно разбить не получится, то есть, потому что очень крепкий. Зимой нормально, да? Он Да, все да. держит хорошо. Под открытым небом можно держать, ничего с ним не происходит. Он настолько жесткий, что вот вы здесь даже землей засыпаете, или вот длинная грядка со временем не распирает. Не распиралась. Да. Да, то есть вот так она получается. Ну, это мини такая, мини-образец такой. Мини-образец, да. Ага. Углы, все это в комплекте. Это входит в землю. Да, 8 закрепляется. сантиметров в землю входит. Минимальный размер 2 на 0,7. Цена от 3000 рублей. Здесь на выставке цена со скидкой подешевле. Но это, я думаю, можно на сайте, да, посмотреть? Да, Сайт есть. Вот у нас сайт, можете это снять. Это интернет-магазин «Тепло и комфорт». Вот, там про грядки, там есть другая продукция наша. Все практически российского производства. Грядки делаются в Твери. Ладно, спасибо. Да, действительно, вот такие высокие грядочки, они востребованы сейчас. Спасибо большое. Эко-киллер. У нас чистый импорт, дешево не бывает. Голландия, Франция. Все привозные. А как сейчас санкции сказываются на цены? Никак не сказывается. Никак. То есть, в принципе, все нормально, да? Полностью импортный материал. Хвойный, декоративно-лиственный, многолетний, плодовка российская. Поэтому А завозятся из Европы, да? Европа, Голландия, Франция, Бельгия, Польша. Гортензии. Есть новинки, только вот везем первый год, 23-й год, вот эти новиночки, патио-серия, Little Quick Fire, Firelight, Tiny Beat, Little Lime Punch, первый раз везем, американская серия Pro Verminers, Bonfire, Pixio первый раз везем, единичные экземпляры привезли метельчатые, Forever Endeavor, просто шикарные, 5-литровые, не найдете в интернете, только у нас есть фотки, были на Голландии на выставке. Ну и классики очень много, да. Сейчас, конечно, Bonfire, Pixio, все так хотят вот эти сорта. Налистный, вот это шикарный. Второй год привозим, на площадке просто глаз не отвести. Цветение шикарное, конечно. Особенно пользуется у нас популярностью вот это Леди Матахари Блю и Royal Black Knights, черный такой. Как у них по морозостойкости, как зимуют? Морозостойкость у нас заявляет производитель порядка до 22 градусов, конечно, крупнолистные. Укрывные. Да. То есть таких еще, чтобы до минус 30 пока нет, да? Пока не придумали. Нет, давно нужно подстраховаться. Пионы Голландия. Здесь у нас остатки, вот что по сортам можно выбрать. А пионы траволистные, да? Травянистые и гибриды. Причем цены очень хорошие. Вот Дуди Дэнди по 3000, у нас здесь вот 1400. Цены здесь ниже, в интернет-магазине у нас повыше.
Знакомимся, предлагаем. Спасибо, спасибо. Интернет-магазин Лейка. Можете стенд там? Да, стенд. У нас самый красивый. Органические удобрения. Green Life. Перегнившие палочки, мы не берем оттуда слов, мы не берем оттуда остаточные. Интересные продукты. Лилии. Укрытие какое-то хорошее с помощью теплицы. Вот, с подогревом даже теплицы, с подогревом. Естественно, что преимущественно Вот так на развес, как я насыплю этот мешок, вот так. Поэтому я им предлагаю вам, что нужно делать упаковку. У нас появились новиночки. Кстати, здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой детоксер почвы. Если у вас почва мало ли заражена чем-то, какими-то химически была сильно прямо истощена, вот детоксер прямо как новый детокс препарат, действует. да? И еще вот фитостарт для прорастания семян, новинка. На все скидки. И Fish Energy, самый последний препарат, биостимулятор, разработанный вместе со Сколково. Он из рыбы, то есть если вот аминоросты были классные стимуляторы, они у нас из растений, этот из рыбы. И за 3-4 дня он просто действует, бомбически. То есть у него очень потрясающий эффект, надо его пробовать. Есть разные, они большие, средние и маленькие. Вот, а так, в принципе, все уже вы, наверное, видели, знаете. Да, конечно. И пользуюсь самое главное. У нас, конечно, все очень довольны, и мы на выставках получаем очень крутую обратную связь. Да, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Органик микс. И обязательно скажите, что у нас скидки. Здесь все продается со скидками от 10 до 30%. Кстати, наборы, посмотрите, у нас появились специализированные наборы. Так, это что у нас? Это для помидор, огурцы, клубника. И вот смотрите, в наборе выгодно там с 30% скидкой все, что там есть. Там есть и стимуляторы, и для пересадки рассады, и эликсиры. То есть очень выгодно покупать набором. Они у нас тоже есть на выставке. Купил такой наборчик, и все, голова не болит, все есть. Кажется, пару лет точно. Ладно, спасибо. Сейчас. Его преимущество. Легкий, прочный, земля не ржавеет. Ну да. Обычно, кто работает титановыми лопатами, потом уже другими не хочет работать. Я с вами полностью согласен. Уровень комфорта от других лопат уже другой. Да. Вот это самое главное. Легкий, надежный, земля не прилипает. Ну и кроме лопат еще куча всяких тяпочек, мотышки. Тяпки, пожалуйста, грабли, совочки. Есть на ручках лопаты. А вы сами это делаете, да? Вот, или у вас какая-то организация? Производство у нас в Рыбинске. Где? Город Рыбинск. В городе области. Российское производство. Ну, даже есть саперская лопатка. Мы мир титана, вот можете снять. Мир титана. Мир титана. Вот, друзья мои, кому нужны лопатки из титана, супер прочные, вот приходите. Наш сайт миртитана.ру, пожалуйста. Миртитана.ру. Да. Самарская Лидия, любимица. Хотя сейчас есть сорта гортензий, которые не уступают Самарской Лидии по красоте и декоративности.
Друзья мои, возвращаюсь домой, получил массу позитивных эмоций сегодня на выставке, познакомился с многими интересными людьми. Информация полезная будет размещена ниже в описании под роликом. Подписывайтесь на канал. Хорошего вам цветения!